Может, вы задавались вопросом, почему римляне не строили замки? Сейчас поясним данную тему. В настоящее время считается, что английское слово «castle» или «замок» происходит от латинского слова «castrum», означающее «укрепленное место». В европейской истории есть определенный период, когда богатые люди решили, что дворцы должны быть укреплены, а крепости могут стать дворцами. Как правило, это временной отрезок с 10 до 13 века нашей эры, период высокого средневековья. Какими же были эти замки? Одним из наиболее примитивных видов замка был так называемый Матеа Бейли. Он представлял из себя обнесенный чистоколом двор, рядом с которым на холме стоял донжон, главная башня. В XI веке это был наиболее распространенный тип замка. Крепостная стена подобного замка была достаточно высокой, чтобы ее не взяли сходу. Стена могла иметь башни для ведения перекрестной стрельбы. Как правило, за стенами мог размещаться конный гарнизона небольшой численности. Жилая часть замка состояла из апартаментов и все того же донжона внутри или за пределами основных стен. Иногда жилая часть была дополнительно укреплена. Однако сильно раньше этого, во времена античности, состоятельные люди держали дворцы и крепости вдали от большого скопления людей. Богатые римляне предпочитали жить во дворцах или виллах разного рода, в то время как государство отвечало за строительство крепостей на опасных территориях. Во времена Римской империи местной знати не стоило опасаться нападений. Почти все они жили либо рядом с городом, либо рядом с фортом. И что самое главное, существовала гарантия мира по всей Римской империи. Граждане, занимающие высокие должности, могли всю жизнь провести в роскошной вилле с виноградниками и никогда не видеть варваров. Для большинства римлян, живших в империи, линия фронта находилась за тысячи километров на Рейне, Дунае и вблизи современной Сирии. В докризисные времена большая часть римских городов даже не имела стен, потому что они были не нужны. Почему римляне не строили замки, строили и еще какие? Там, где происходили боевые столкновения, римляне воздвигали крепости, относительно примитивные с точки зрения оборонительной архитектуры. Форты республиканской и ранней имперской эпохи были похожи на большие укрепленные армейские лагеря и предназначались для защиты и размещения больших пехотных подразделений. Пехота была основой всех войск римлян, вплоть до падения империи в V веке. Такие лагеря отлично вписывались в концепции войск римлян. Именно так осуществлялись и поддерживались завоевания. В более позднюю эпоху основное внимание уделялось контролю и защите пограничных территорий. Для этой цели подходили гарнизоны, состоящие из пехоты и малочисленной кавалерии. По мере приближения к поздней античности внутренние районы Римской империи становились все более опасными по сравнению с периодом принципата, который длился до конца III века нашей эры. Римляне разработали целую систему фортификаций, чтобы противостоять участившимся вторжениям. Лагеря были превращены в оборонительные сооружения, а стены возводили для защиты ранее безопасных городов. Интересно отметить, что типичные римские крепости с квадратной планировкой, расположенные на ровной местности, выглядят как замки, которые появятся в средневековой Европе только спустя 1000 лет, в XIV и XV веках. Дворец Диоклетиана, построенный к началу IV века, выглядит как укрепленный лагерь, обнесенный очень высокими стенами с башнями. А теперь сравните эти замки с тем, что было в средневековой Европе. Континент разделен на сотни мелких владений, каждым из которых управляет местный герцог, князь, барон и так далее. Вместо регулярной армии есть непрофессиональное войско с рыцарями, а войны друг с другом были обычным делом. Знать того времени не могла спокойно жить в роскошных виллах и купаться в банях с подземным подогревом. В средние века быть знатным человеком означало быть человеком, непосредственно связанным с войной. Для таких правителей идеально подходит место, которое одновременно будет и домом, и фортом. Часто средневековые замки были меньше римских крепостей, потому что в них проживало меньше людей. Замки того времени были многообразные по дизайну, ведь их строили люди, исходя из своего вкуса и количества денег. В позднем Средневековье города также могли получать свои замки. Размеры замков могли сильно отличаться. От одинокого донжона без стен до внушительного по размерам фортификационного комплекса, сила которого была не в его укреплениях, а в проекции силы, в основном кавалерийской, на область. Например, замок в раннем Средневековье вмещал в себя лишь несколько десятков человек гарнизона. Отдельный замок редко мог долго держаться против превосходящих сил противника.
Хотя есть примеры, когда замки сковывали целые армии. Чаще всего их брали небольшие осадные группы. Замок в первую очередь предназначался для контроля территории и представлял собой обороноспособное место, откуда гарнизон мог совершать вылазки, либо в случае чего задержать противника. Таким образом, к высокому и позднему средневековью замки стали напоминать римские форты или укрепленные военные лагеря, постоянно увеличивая численность гарнизона по мере развития экономики региона. Надеюсь, теперь стало более понятно, почему римляне не строили замки. Они строили их только когда была необходимость, и строили так, что даже через 1000 лет ничего настолько грандиозного повторить не удавалось. Также по этой ссылке вы можете найти еще множество интересной информации по средневековым замкам. В современном понимании замок — это какое-то личная красивая каменная крепость знатного гражданина. В период до Средневековья в Риме такие сооружения были просто-напросто не нужны. Вместо множества князьков с сильной децентрализованной властью в период Римской империи было полное обеспечение с центра Рима. И продовольствие, и транспортная система, и защита владений знатных граждан империи осуществлялась правительством за счет казны. Все же римляне сооружали большие здания, подобные замкам. Но чаще всего это было что-то вроде пограничных штабов, и такие сооружения не принадлежали одному лицу. Отчасти можно сказать, что римские замки принадлежали императорам и правительственным лицам, но они там никогда не бывали, поэтому вернее всего будет отнести эти сооружения именно к государственным зданиям. Все эти сотни крепостей и фортов римляне называли каструмы. В них проживали и дислоцировались войска. Иногда они служили лишь ночлегом, а иногда настоящим жильем для солдат на несколько лет. Однако прописку там никто иметь не мог, и что солдаты, что их семьи по итогу всегда освобождали свое место. Средневековый замок в целом был довольно похож на пограничные крепости Древнего Рима. Однако средневековый замок был натуральным домом, и комфорт в нем был на порядок выше. Напоминаем, в средние века вместо огроменной Римской империи возникло множество более мелких королевств и герцогств. Замки превратились в роскошные дома королей, князей и герцогов. В замках начали устраиваться бои, появились удобства. Замки стали домом для войск королей, главным государственным зданием. А вместо функции обычной дислокации замок обрел роль самовыживаемой крепости. Замки со временем обстраивались, добавлялись пристройки и украшения, стали возводиться стены и новые этажи. Поэтому к X-XI векам из просто больших зданий они превратились в самые настоящие замки. Основные архитектурные формы и принципы, как и многое другое, были заимствованы римлянами у древних греков. Однако греческая архитектура не была просто скопирована, она была переработана в духе римского практицизма и дополнена новыми элементами и инженерными изобретениями. Если греческая архитектура подчинялась эстетическому принципу — гармония, соразмерность, простота, то приоритеты римских архитекторов сводились прежде всего к утилитарной функции построек, что нашло выражение в высказывании зодчего Витрувия, определившего главные критерии архитектуры Рима — прочность, польза, красота. Римляне переняли ордерную систему Эллады, добавив еще два типа колонн. Один — тосканский, заимствованный у этрусков, который напоминал греческий дорический ордер, но был еще более простым. Сами колонны в римской архитектуре зачастую переставали играть функциональную роль опор. Теперь они становились декоративным элементом и украшали плоскость стены в виде рельефных полуколонн, пилястр. Кроме того, римляне ввели в архитектуру конструктивные элементы, унаследованные от этрусских зодчих и не использовавшиеся древними греками — арки и своды. Соединив их с греческой колонной, ордером, архитекторы Рима создали так называемую римскую ячейку, основной структурный элемент построек. Не менее широко применялась и конструкция, получившая название аркада, ряд арок, соединенных между собой. Так, в частности, строились мосты, виадуки и римские водопроводы, акведуки, некоторые из которых, кстати, функционируют до сих пор. Ценным изобретением строителей Древнего Рима стал бетон, обеспечивающий сооружением прочность и долговечность. Справедливости ради, нужно отметить, что бетон был известен ранее и использовался другими народами, но римляне, позаимствовав идею, так сумели ее доработать, что, можно сказать, именно римский бетон оказался судьбоносным новшеством в строительных технологиях. Многие сооружения и конструкции, построенные с применением этого материала, до сих пор находятся в поразительно хорошей сохранности. В архитектуре Древнего Рима большое место отводилось градостроительству.
Римляне заимствовали у греков так называемую гипподамовую систему застройки и планировки городов. Согласно этому принципу, города застраивались квадратами, образованными пересекающимися под прямым углом улицами. Сам Рим является редким исключением из этого общего правила, так как его застройка началась еще в глубокой древности и была стихийной. Центром города становился форум, площадь, на которой проходила вся общественная жизнь римлян. На форуме возводились главные храмы, здания общественного назначения, а также устанавливались колоннады, статуи богов и императоров. Особое значение придавалось размерам форума. Римский архитектор Витрувий писал: «Величину форумов следует сообразовывать с количеством людей. Площадь не должна быть мала для практических целей, но и не должна казаться пустынной вследствие малолюдства». В связи с развитием городов большое внимание римскими зодчими уделялось гражданскому строительству. Ими использовались традиционные постройки, такие как храмы и театры, но были разработаны и новые типы общественных сооружений — базилики, рынки, термы, амфитеатры, цирки и другие. Что же они собой представляли? Базилики — прямоугольные в плане здания, интерьер которых делился рядами колонн на 3 или 5 продольных частей. Нефов в Риме зачастую использовались для проведения торговых сделок и судебных разбирательств. Самой большой базиликой Древнего Рима, а также самым большим строением римского форума считается базилика Максенция и Константина. Ее строительство началось в 308 году во время правления императора Максенция. Однако правитель умер, не успев завершить начатое. Преемник Максенция, Константин, тот самый, который сделал христианство государственной религией и перенес столицу из Рима в Константинополь, продолжил строительство базилики, которое завершилось в 312 году. Современников поражали не только грандиозные размеры сооружения. Площадь Нефа превышала 4000 квадратных метров, а высота сводов составляла 39 метров, но и его богатая декоративная отделка. Подобно греческим храмам, в восточной части базилики была установлена огромная статуя Константина Великого.